И снова Хаукола. Почему раньше золото пробовали на зуб? Сейчас наверняка никому не придет в голову проверить подлинность золота столь странным образом, но частые эпизоды в фильмах о пиратах, где они пытаются укусить монету с такой целью, не выдумка режиссера или сценариста. В чем же главный секрет этого метода? Зачем пробовать золотую монету на зуб? Чтобы убедиться в прочности и твердости золота, достаточно провести несложный эксперимент, доступный каждому, попытаться согнуть любое золотое украшение. Вряд ли эта затея увенчается успехом. Можно предположить, что раньше монеты пробовали на зуб именно с этой целью. Настоящее золото должно было сохранять форму. Но есть небольшой нюанс. Чистое золото, которое, к слову, не бывает идеально чистым на 100%, один из самых мягких металлов. Следовательно, его можно деформировать, не прикладывая особых усилий. Получается, когда мы видим, как герой мультфильма или кино пробует монету на зуб, то он ожидает увидеть на нем вмятину, как признак подлинности. С чистым металлом это могло бы сработать, однако еще в период правления Тюдоров в Соединенном Королевстве и на территории Америки монеты чеканили из сплава золота и меди. Так деньги становились намного тверже и долговечнее. В 16 веке король Англии Генрих VIII инициировал проведение денежной реформы. С этого момента все суверены должны были иметь стандартный диаметр и толщину, вес в пол-тройской унции, 1 унция 31 035 грамма и содержать 91,6% золота, все остальное – медь. Нередкими были попытки подделать деньги. Для этого свинцовые монеты просто покрывали позолотой снаружи, либо смешивали оба металла. Чтобы проверить подлинность, ориентировались на размеры и вес, которые сравнивались со стандартом. В результате монета оказывалась либо крупнее, либо легче, поскольку золото хоть и мягкий, но плотный металл. Более успешными в этом плане оказались фальшивки, секрет которых состоял в том, что их делали из настоящего золота. Просто добывали его нелегальными путями. Спиливали небольшие кусочки настоящих монет, высверливали в суверенах крошечные отверстия и прятали их при помощи молотка, долго трясли монеты, чтобы получить медно-золотую пыль. В Великобритании монетный двор до сих пор производит золотые суверены, около 40 тысяч в год. Но в качестве платежного средства они не используются, а служат золотым запасом. Настоящим охотником за фальшивомонетчиками стал Исаак Ньютон. Будучи смотрителем королевского монетного двора, он начал проверять подлинность монет, используя свои знания в области алхимии. Так Ньютон выяснил, что каждая пятая монета – подделка. Он смог выйти на самого известного фальшивомонетчика, которого затем судили и наказали. Можно ли определить на зуб чистое золото? Деформированный металл имеет только два пути – либо приспособиться к такому влиянию, либо разрушиться. При определенных условиях золото способно изменить свою внутреннюю структуру. Поскольку чистое золото очень мягкое и легко деформируется, то для этого достаточно силы сжатия челюсти человека. Проба на зуб связана с тем, что при механическом воздействии на металл в нем появляются так называемые двойники – эффект кристаллической структуры. В процессе двойникования кристалл разделяется на две части, которые зеркально отражают друг друга. Причем это явление происходит с характерным хрустом. Эффект присутствует также у олова, висмута и кадмия. Проверить это можно на всем доступном олове. При давлении оно издает оловянный крик, звук, слышимый при деформации металла. Из чистого золота ювелирные изделия обычно не изготавливают. Самыми распространенными считаются украшения из золота 585 пробы. Это значит, что содержание чистого драгметалла в них 58,5%. Проверка золота на зуб актуальна, когда монета и вправду из чистого золота. Сплав не будет иметь характерного хруста, так как обладает более прочной структурой. Вернее, для этого требуется большие усилия, примерно в несколько тонн. Естественно, зубы такого оказать не могут. Автор статьи Вадим Хромов. Ссылка на статью в описании. Благодарю за просмотр. Если понравилось, ставь лайк и не забудь включить колокольчик.